Приветствую всех своих подписчиков. Сегодня решил еще показать, как согласовать под нержавейку. Вот то, что я показывал, тигель делал из нержавеющей трубы, такой толстостенной, 50-ка. Ну, я показывал, там, кому интересно, заходите на канал, там все вы найдете, там я все достаточно подробно показываю. Ну и вот сегодня намотал еще один индуктор, именно под нержавейку, вот подрасчитав, так вот все это дело сделал. Сейчас покажу, как это все работает. Вот так разогревается тигель из нержавейки. Вот видите, в точке Кюри фактически нет перехода. По мощности 15 ампер. Это вот с учетом косинуса фи мощность как бы, ну то, что счетчик считает. А вот это реальная мощность 3,3 киловатта. Ну это вольтамперы. Вот. И косинус фи вот 0,74. Поэтому все нормально работает. Я там попробовал даже алюминий. Вот. Вон там он расплавленный на дне. Все нормально. Вот, сталь такая же, как вот эта труба нержавейка, которая диаметр 105. Это точно такая же сталь нержавейка. Стенка только тут 4,5, а здесь у меня 4 миллиметра. Но вот до такого состояния все разогревается. Очень стабильно работает. При этом сейчас вот я посмотрю. Ну, транзисторы вообще градусов, наверное, 35-40. Вот так. Конденсаторы. Конденсаторы тоже примерно так же. Но все стабильно. 15-16 ампер нормально работает. Даже с учетом, вот он так разогрелся. С учетом того, что ничем не изолирован он. На него дует. Вот сейчас, если бумажку взять, показать, где-то у меня тут бумажки были. Ну, можете поверить на слово, тут дует прилично сюда вперед, вентиляторы продувает, у меня все открыто. Поэтому вот так вот и работает. Вот опять же, вот тут получается работает сейчас на 66 килогерцах. Раз, два, три, четыре, пять, 6 витков у меня индуктор. И вот смотрите, какое расстояние от трубы до витков. Ну вот так вот, чтобы было видно. Вот видите, и это нормально вот работает. Соответственно, здесь примерно так же вот расстояние сделано вот на этом большом индукторе. Он тоже, вот этот индуктор, вот с этой трубой тоже работает где-то на 60, ну в районе того, там 62, там 67 вот так килогерц, варьирует. Но вот мощности хватает, и все нормально работает. Так что сейчас я там быстренько этот алюминий оттуда вылью, чтобы он там не застыл. Выключаю. Еще раз посмотрю. Это вот мой тигелек, то, что я варил, я показывал его. Да? Сейчас я это все. Поехали. Вот. Это все без буры. Все. Вот, вылилось. Вот то, что по стеночке там размазалось, да, видно. Это не прилипает, не облуживает вот тигель из нержавейки. И он себя вот похоже ведет, как я в прошлом видео показывал. Тигель из карбида кремния. Вот он также похоже. У него почти нет перехода точки Кюри. И до 1000 градусов он нормально разогревается. Если его теплоизолировать, то разогреется выше, соответственно. Вот. Ну а так вот, даже вот в таком состоянии с открытым индуктором, ну индуктор успевает охлаждаться, он в принципе холодный, даже с моей помпочкой. На что он тут стоял, на него светило.
Вот. Ну, как-то так. Я фактически делал его под латунь и под алюминий. Этот тигелек. В принципе, фактически не обгорает, не окисляется. Вот, и прилично работает. Кстати, скажу, что... Сейчас поставлю, чтобы не упал. Вот. Когда я вот этот тигель ставил в индуктор большего диаметра, который у меня под графитовый тигель согласован был, перегревались транзисторы. Сейчас вот я вам скажу, что... Сейчас все это дело открою. Ну, транзисторы совсем еле теплые. Вот это 40-амперные транзисторы. Конденсаторы тоже. Мост, ну тоже. Вот самый горячий вот диодный мост. Но он тоже градусов 45 максимум. Конденсаторы вообще холодные электролитические. Поэтому, в принципе, все работает. Вот этот вариант мостовой. Получается, вот с такой компоновкой очень удачная конструкция. Я сравнивал с полумостовой, тут между делом тоже тестировал его. Полумостовой очень хорошо работает вот с нормальным графитовым тиглем. Как я показывал, вот такой, ну вот точеный тигель, до 2 килограмм он нормально его тянет и нормально работает. Вот со всеми другими, вот с этой трубой, вот то, что я показывал в прошлом видео, корундовый этот стигель, ну хуже работает, там не хватает мощности, транзисторы чуть-чуть это все-таки перегреваются, он чисто вот под графитовый тигель, если полумост сделать. А так для каких-то вот таких вот широких работ, и чтобы можно было разное делать, то лучше делать, конечно, мостовой. Вот примерная конструкция, я все показывал, как и что я тут делал. Вот. Ну, единственное, что потом просто нужно много разных индукторов. Желательно, наверное, все-таки отстраивать где-то на частоту 66 килогерцов, чтобы у него был запас по мощности у феррита, чтобы он не перегревался тоже. Вот, в случае чего. Потому что на 33 он как бы сварочник работает. Ну, соответственно, если на 66 будет, то у него фактически в 2 раза мощность повышается этого же объема феррита. Поэтому тут запас очень хороший. Вот. И транзисторы 40-амперные, 3,5 киловатта при продолжительной работе нормально тянут. Ну вот смотрите, вот все застыло это. Сейчас ковырну. Чем ковырнуть-то? Все под рукой тут. Ну просто я все время тут тестирую, все между делом, потому что, ну, некогда тут специально настраиваться, поэтому уж извиняйте за то, что такое спонтанное видео. Просто кто давно меня смотрит, подписчики знают, что я, в принципе, стараюсь показать уже готовый вариант, поэтому промежуточные какие-то не снимаю. Ну что, какие-то неудачные моменты есть. Показываю, стараюсь показать то, что реально может работать и где-то это можно применить. Вот. Ну вот все, вот алюминий отлился нормально, проблем нет. Кстати, я туда в этот алюминий бросал кусок латуни. Ну вот он тоже там расплавился, размешался, короче. Так что латунь, алюминий в нержавейке вот на таком тигле отлично работает. Единственное, что графитовый тигель вот в таком, он понизит частоту. Он не понизит, он как бы нейтральный получается. Вот. А нержавейка, она повышает частоту резонанса, потому что индуктивность уменьшается при нержавейке, когда туда вводишь. А графитовый тигель, он никак не влияет. Соответственно, будет частота резонанса где-то пониже. Я думаю, где-то, если вот сюда графитовый поставить, в районе там 55-50 кГц. Вот так будет работать. Ну что, друзья, на сегодня все. Вот сегодня отстроил еще один
показал, что это, да, именно чтобы под конкретную задачу лучше сделать нормальный тигель, и потом не будет никаких проблем вот с печкой из сварочного инвертора. Ну что, теперь осталась вот самая такая сложная задача, это вот под железо это сделать, отстроить, так как железо нестабильно и меняет свои свойства при нагреве. Поэтому тут идея вот у меня есть, как бы постепенно тут ковыряюсь, много всяких проб и ошибок, но вот есть соображения, попробую это сделать. Если все получится, я вам, как обычно, все очень подробно покажу, расскажу. Ну ладно, все, всем пока, удачи, не болейте, ну и будьте по жизни позитивны. Пока.